Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Начнем все с чистого листа, но добавим в нее краски жизни. А теперь подробно. Для удобства работы возьмем кусок тонкого клеевого флизелина. Размеры можете взять свои. А у меня ширина 10 сантиметров, длина 32 сантиметра. Сразу же нанесем параллельные линии под углом 45 градусов. А в главных ролях сегодня кромки от тканей. Кромки обычно в пошиве не используют, так как в них более плотное переплетение ниток, и они могут испортить вид готового изделия. Я их отрезаю с небольшим запасом, примерно полсантиметра. На большом куске ткани это незаметно, но с кромками работать становится удобней. Цвета кромок самые разные, все ароматы Франции в одном флаконе. Уж очень много их накопилось. Сам уголок мы закроем просто кусочком ткани. Здесь часть уйдет в швы, поэтому можно и не мельчить. А у кромок один край плотный, он не сыпется. Его просто накладываем сверху и пришиваем. Здесь не обязательно отрезать нитки. Развернули шитье на игле, и можно работать дальше. Какая будет следующая полоска, смотрите сами, что подойдет по цвету и размеру. Действуем по настроению и интуиции. Когда шью, все время вспоминаю анекдот, когда Герда приходит за Каем во дворец снежной королевы, а он ей говорит: «Королева велела мне сложить из льдинок слово «вечность», и тогда исполнятся мои мечты. Но сколько я ни стараюсь, у меня все время опа получается». Поэтому сами себе говорим, у нас получится прелесть прелестная и красота красивущая. Конечно, для сегодняшнего проекта не обязательно использовать именно кромки. Можно взять полоски тканей. Еще я приготовила и ленты, и тесьму, и кружево. Не знаю, что именно пригодится, но пусть лежит перед глазами. Это дает толчок к творчеству. Кстати, вся деталь заполнена. Мы ее тщательно проутюжим, проклеим утюгом. Остается только промерить и подровнять края. Ну что, смотрите, какая прелесть получается. А теперь, собственно говоря, рассказываю, что я такое шью и для чего. На сайте издательства «Росмен» заказала книги. Смотрите, какие замечательные. Вы же знаете, что я работаю в библиотеке. И у части нашего общества есть такое представление, что библиотеки никому не нужны, и туда никто не ходит. Наивные. Сейчас библиотеки становятся центром культурной жизни. Здесь проводим и встречи с авторами, и мероприятия для детей и взрослых. Есть компьютерные залы с доступом в интернет. И, конечно же, бумажные книги. Одно время все кинулись в интернет читать электронные книги, но потом сообразили, что экраны очень сильно убивают зрение, и обычную книгу ничто не заменит. И молодые родители, и ответственные бабушки-дедушки ведут своих детей в библиотеки и приучают к чтению. А такие книги лучше иметь дома, в своей домашней библиотеке, чтобы ребенок мог в любой момент взять в руки любимый сборник сказок.
Вы, наверное, заметили, что дети часто просят прочитать одну и ту же книгу. Это нормально и очень хорошо. Значит, они впитывают ту мудрость, которая зашифрована в сказках. Прекрасные картинки, крупный шрифт, плотная бумага. Продолжим работу. Измерим размер книги в ширину и определим нужную длину. На внутреннюю часть надо примерно 10-12 сантиметров. Потом длина переплета и величина внутреннего клапана. Плюс еще припуски на швы. Книги бывают разного формата, разной ширины. Конечно, можно делать под размеры одной конкретной книги, но мы сделаем универсальную обложку для книг большого формата. Из красивого сатина выкроем кусок ткани 32 на 72 сантиметра. Будем его использовать как выкройку и под нее подстраивать все остальные детали. Определяем порядок. Синий кусок шириной 20 сантиметров. Потом цветная полоска. Потом опять синяя. Чтобы ткани были плотнее, можно их дополнительно продублировать флизелином. К цветной части с обеих сторон пришьем синюю ткань. Но мне кажется, это просто и как-то неинтересно. Больше гламура. Дорого-богато. Тем более, что есть немного кружевной тесьмы, купила когда-то на Алиэкспресс. Гулять так гулять. Тесьма на месте. А сейчас сделаем примерку. Определимся и наметим те места, где у нас будет вшиваться закладка и специальная резинка. Остается только сложить детали в нужном порядке. Внутренняя деталь и лицом к лицу внешне обязательно вставьте сразу закладку и резинку. Сколем все детали булавочками. Остается только прошить по краю, по периметру. С одной короткой дальней стороны оставляем отверстие для выворачивания. Подрезаем уголочки и выворачиваем деталь. Расправляем и подтягиваем все швы и уголочки. Отстрачиваем заготовку на расстоянии 1 мм от края, сразу же зашивая отверстие. И тщательно проутюживаем. И еще один штрих. В закромах родины нашлись у меня очень красивые кружевные декоративные элементы. Танцуют все. Вы спросите, почему их не пришили раньше? Просто этими кружевными аппликациями сейчас дополнительно прошьем, простегаем и укрепим нашу обложку. А теперь остается только окончательная примерка. Определяем глубину первого клапана. Самое простое – просто прошить этот край на швейной машинке. Шов прокладываем очень близко к краю, чтобы не заузить обложку. Все. Готово. Новая красивая обложка для новых красивых книг. Книги надо беречь. Сначала вставляем заднюю корочку под резинку, потом переднюю корочку книги вставляем в клапан, а оставшуюся свободную часть подгибаем и фиксируем резинкой. Обложка получилась универсального размера, а закладка поможет быстро найти нужное место в книге. Конечно, не обязательно шить такую роскошную обложку именно для книги. Вы так можете оформить фотоальбом с любимыми фотографиями или папку с почетными грамотами, которые ваш ребенок получает в школе, или милый дамский ежедневник, записную книжку. Кстати, сейчас мало кто пользуется такими вещицами, а это вам даст возможность выделиться из толпы, быть не как все. В общем, я дала вам идею.
А что вы из этого придумаете, уже полностью зависит от вас. Всем желаю приятного творчества. Заходите почаще, всегда вам рада. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!